Берлин и Лондон призвали Путина остановиться и обвиняют Москву во лжи. Детали удара по Сумам, скандал из-за сбора военных. Что известно на эту минуту? Акт возмездия готовит украинский генштаб. Что пообещали в ВСУ Москве? Турецкие протесты докатились до Германии. Турки требуют досрочные выборы. Собрано 10 миллионов подписей. Порошенко в западной прессе. Считает ли Зеленского диктатором и почему заговорил о переговорах с Россией? Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Болгария вооружается. В Софии заявляют об укреплении восточного фланга НАТО. Страна провела официальную церемонию встречи F-16 Block 70. И это не просто самолет. В Софии говорят о мощном сигнале Кремлю. Восточная Европа вооружается по последнему слову. Американская боевая машина уже прибыла на базу Граф Игнатьева. Теперь военные будут ожидать поставок еще 7 таких истребителей. Всего же Болгария планирует получить 16 F-16. А вместе с ними новое лицо своей армии. Пилоты и инженеры уже проходят подготовку в США. Более 100 специалистов будут обучены, чтобы поднять болгарские ВВС на принципиально новый уровень. Премьер Болгарии уже заявил, что это не просто техника, а символ стратегического партнерства с США и шаг к полной боевой готовности и совместимости с НАТО. Это создает гарантии для повышения боеспособности наших вооруженных сил. Это создает гарантии безопасности в этом неспокойном регионе на восточном фланге НАТО и Черном море. Представитель Пентагона, который также присутствовал на этой церемонии, заявил, что американские военные не выходят из Европы, но США требуют, чтобы европейцы были в состоянии сами себя защитить при необходимости. США должны расставлять приоритеты, поскольку наши ресурсы ограничены. Как сказал министр Хексет, нам нужны союзники, а не иждивенцы. И это означает, что нам нужны способные союзники, готовые взять на себя больше ответственности для решения общих вызовов, с которыми мы сталкиваемся. Чем сильнее вы, тем сильнее НАТО. С вашей программой F-16 Болгария станет более сильным, более смертоносным, более способным союзником, готовым взять на себя больше ответственности за свою безопасность. Турецкие протесты докатились до Берлина. Сотни людей вышли на митинги против действий Эрдогана. Основной месседж все тот же. Люди требуют освободить мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого задержали еще в конце марта. Люди скандировали «Нет диктатуре Эрдогана». Действия турецкого президента протестующие по-прежнему считают переворотом против оппозиции. Митинг организовали 28 турецких организаций, объединившихся в Берлинскую платформу за демократию в Турции. И Германия при этом не случайное место. Здесь живут около 3 миллионов выходцев из Турции. Турция все больше движется к отсутствию верховенства закона. Судебная система непредсказуема, что видно по последним арестам. В Турции есть законодательство, несовместимое с правами человека, в частности, положение антитеррористического закона, которые ограничивают свободу выражения и право на демонстрации. В Турции тем временем также прошла новая волна митингов. Представители Республиканской народной партии назвали Эрдогана хунтистом и марионеткой. Протесты прошли под лозунгом «Народ отстаивает свою свободу». Лидер партии Озгюр Озель потребовал освободить Имамоглу и провести досрочные выборы. Он также напомнил, что по всей Турции собрали 10 миллионов подписей в поддержку мэра Стамбула. Напомню, что Имамоглу, который считается главным соперником Эрдогана, задержали по подозрению в коррупции и помощи террористической организации. В то же время сторонники мэра считают этот арест самой настоящей политической расправой. Вашингтон выступил с резким осуждением российского удара по Сумам. В США заявили, что Москва перешла все границы. Это заявление принадлежит спецпосланнику Трампа Келлогу. Российским удар назвала и Бриджит Бринк, которая пока еще занимает пост посла США в Украине. Выступил с заявлением и государственный секретарь США Марко Рубио, который совсем недавно участвовал в переговорах о мире с российской делегацией в Саудовской Аравии. На официальном сайте Госдепа Америки появилось следующее сообщение. Соединенные Штаты выражают глубочайшие соболезнования жертвам сегодняшнего ужасающего российского ракетного удара по Сумам. Это трагическое напоминание о том, почему президент Трамп и его администрация прилагают столько времени и усилий, чтобы положить конец этой войне и достичь справедливого и устойчивого мира. В Берлине также осудили Россию. Канцлер Шольц обвинил Путина во лжи и одновременно с тем призвал к прекращению огня. Подобные российские удары показывают, насколько лживо заявленная Россией готовность к миру.
Вместо этого мы видим, как Россия безжалостно продолжает свою агрессивную войну против Украины. Эта война должна закончиться, и Россия, наконец, должна согласиться на всеобъемлющее прекращение огня. Мы работаем над этим вместе с нашими европейскими и международными партнерами. Отмечу, что накануне большое количество представителей Европы выразили слова соболезнования и призвали Путина пойти на прекращение огня. Такой месседж отправили в Москву и из Лондона. Я потрясен ужасными атаками России на мирных жителей в Сумах, и мои мысли с жертвами и их близкими в это трагическое время. Президент Зеленский продемонстрировал свою приверженность миру. Теперь Путин должен согласиться на полное и немедленное прекращение огня без условий. Итак, уже известно о 3 десятках погибших, более сотни пострадавших. Удара было 2, и оба были нацелены на центр города, где в том числе расположен Конгресс-центр Сумского государственного университета. Здание частично разрушено. Мэр украинского города Конотоп, а это город также в Сумской области, заявил, что в гибели мирных виновна не только Россия, которая выпустила по многолюдному городу в вербное воскресенье баллистику, но и глава областной военной администрации области, который, как утверждает Семенихин, решил провести в Конгресс-центре встречу 117-й бригады ТРО, которая накануне должна была отмечать 7-ю годовщину создания. Здесь произошел акт террора москалей против украинцев. И глава областной военной администрации Сумской области советский генерал Артюх этому способствовал. Помог им оправдать их террористическую атаку, геноцидную атаку на нас, украинцев. Как способствовал? А он организовал сегодня здесь вручение грамот, медалей нашим ребятам, героям. Из одной из бригад, 117-я бригада, все об этом говорят, все пишут, так что это не секрет. И это неправда, что здесь ничего не было. Было. Слава Богу. Никто из военных не пострадал. Они все были в укрытии, но били кассетными боеприпасами специально, чтобы было как можно больше жертв. И это было сделано намеренно, чтобы якобы оправдать свою террористическую агрессию. Мол, там же военные собрались. В украинском генштабе ВСУ заявили, что отомстят России за эту атаку. Заявление звучит так. Давайте послушаем. Россия в очередной раз демонстрирует. Она не стремится к миру. Ее цель – посеять страх. Но Россия получит лишь нашу ярость и неизбежное возмездие. Наш ответ будет жестким. Мы будем уничтожать оккупантов, их военные объекты, вооружение и технику, везде, где бы они ни находились. С российской стороны накануне предпочли молчать. Ни опровержения об ударе по мирным, ни сообщения об ударе по скоплению военных не было. И напоследок о внезапном появлении в западном медиаполе 5-го президента Украины Петра Порошенко. Его политической деятельности и заявлениям посвятила целую статью газета «Нью-Йорк Таймс». Порошенко заговорил о переговорах с Россией. В частности, он считает, что лучший способ сгладить мирные переговоры – это включить украинских оппозиционеров в правительство. Это была цитата. «У нас нет другого выхода, кроме как сформировать коалицию национального единства, правительство национального единства. Мы должны добиться единства в парламенте и показать единство в стране. Результатом этого решения должно стать прекращение войны». В материале говорится, что Зеленский не проявил интереса к идее формирования такого коалиционного правительства, а наоборот, его администрация усилила давление на оппонентов с помощью правоохранительных и силовых структур. Кроме того, Нью-Йорк Таймс напоминает, что 5-летний срок Зеленского, который должен был истечь в прошлом году, был продлен в условиях военного положения. В то же время последние опросы показывают, что у 59-летнего Порошенко мало шансов выиграть будущие президентские выборы. Он стабильно занимает 3-е место или ниже, уступая Зеленскому и бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному. Друзья, ну и напомню, я об этом рассказывал в предыдущих видео, что фамилии Тимошенко и Порошенко в последнее время действительно часто встречаются в информационном пространстве, особенно после публикации издания «Политика». В материале говорилось, что 4 высокопоставленных чиновников из окружения Трампа тайно встретились с лидером партии «Батькивщина» Тимошенко, а также с членами партии экс-президента Петра Порошенко, Европейская солидарность, и обсуждали, может ли Украина провести президентские выборы до начала всеобъемлющих мирных переговоров. Авторы материала, ссылаясь на свои источники, заявили, что окружение Трампа рассчитывает на то, что Зеленский не сможет победить на выборах из-за усталости украинцев от войны и высокого уровня коррупции в стране.
Политика также пишет, что, по мнению сторонников Трампа, Тимошенко и Порошенко будут более склонны к компромиссам. Как считаете, будет ли услышан Порошенко, который не считает при этом Зеленского диктатором, несмотря на то, что тот ввел против него обширные санкции? Необходима ли Украине такая коалиция, о которой говорит Порошенко? Подписчики из Украины, поделитесь своим взглядом в комментариях. Прошу вас также подписаться, чтобы не потеряться. Для алгоритмов YouTube это очень важно, как и для меня. Знаю, что многие из вас со мной ежедневно, но без подписки. Исправьте это, пожалуйста, и не забудьте нажать на колокольчик. Друзья, всем хорошего дня, будьте здоровы, спасибо вам за комментарии. И напомню, что новости за неделю собраны в плейлист, переходите и смотрите. Если хотите, чтобы это видео увидело больше людей, поставьте лайк. А если у вас есть возможность поддержать канал, в описании есть информация о том, как это сделать. До встречи.